Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня видео о раскрашенном за месяц. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Передо мной уже лежит стопка раскрасок. Вот такая. И сейчас все буду вам показывать. Начну по порядку, как у меня что тут лежит. Удивительные животные. Я стараюсь каждый месяц тут раскрашивать, как правило, по порядку, но в этот раз я пропустила вот столько иллюстраций. Не знаю, как-то захотелось мне прежде всего раскрасить эту иллюстрацию. Раскрашивала я ее на даче в Питере, на фоне сухая пастель Мунга. Здесь Magic, и здесь какие-то... здесь, наверное, либо брутфунеры, либо какие-то из Fix Price, вот в металлической коробке, которые 12 цветов. И черным карандашом Prismacolor я дорабатывала. Вот это вот я не раскрасила, потому что я не поняла, что это, и решила оставить так, как есть. В целом, как получилось, мне нравится. Я еще, как правило, даже тут несколько месяцев раскрашивала сразу там по 2 иллюстрации, но вот на даче раскрасила одну. Следующая раскраска — это мандалы в твердой обложке, серия Цветотерапия. Тут у меня несколько раскрашено. Сейчас покажу. Во-первых, вот эта мандала. Здесь ручки Берлинга, по-моему, бриллиант, или как-то так они называются. Они мне очень нравятся, они мягкие, классные. В общем, с удовольствием ими пораскрашивала. А вторая мандала — это вот эта. Здесь я раскрашивала темно-фиолетовым маркером. Сейчас покажу, каким. Мне его дарила Ульяна. Привет тебе и огромное спасибо. Вот этот вот браш. У него вот такой вот пишущий узел, как кисточка. Он не протекает. Очень классный. Мне понравилось. Но он прям такой темный, насыщенный цвет, потому что здесь и черные элементы преобладают. В общем, как-то так. Здесь, как видите, ничего не протекло. Не знаю, вдруг захотелось мне мандалы пораскрашивать, потому что я вообще их красить всегда любила, но что-то последнее время стало очень мало этому уделять время. Больше меня потянуло на сюжетные какие-то иллюстрации. И как раз в этот день, когда меня пробило на мандалы, я еще взяла вот эту вот раскраску «Живые мандалы». Она вообще меня после покупки разочаровала, потому что я не смотрела обзоры. И, в принципе, серия этих раскрасок, она неплохая, но иногда попадаются, знаете, раскраски, где много хороших иллюстраций, а бывает так, что... например, основная претензия к данному изданию — это то, что тут, в принципе, есть, допустим, вот это мандала, да, но бывает и вот такое вот, то, что, я мандалами не считаю, поэтому, конечно, очень было обидно, но ладно, она мне досталась там со скидками, по бонусам, поэтому, в общем-то, не страшно. Здесь я раскрасила 3 иллюстрации, сейчас вам их покажу. Во-первых, вот такую раскрашивала акварелью луч детской. Здесь 3 цвета: желтый, даже 2 желтых оттенка, как видите, оранжевый, коричневый. Следующая мандала раскрашена тоже акварелью. Такая вот.
Это, кстати, протекло не отсюда, но не потому, что я не дождалась, когда высохнет, и вот так закрыла. Я как раз-таки дождалась, и когда стала красить третью мандалу, здесь еще, видите, гелевые ручки с блестками немножко вот я пообводила. Я когда здесь раскрашивала акварелью, поскольку элементы довольно большие, короче, получилось так, что я чуть-чуть переборщила с водой, самую малость. Ну и вот это намокло и перетекло сюда. Далее раскраска «Летний сад. Мои волшебные сны». Очень неплохие издания, они как бы простенькие, недорогие, но в тот же момент очень даже приятно их раскрашивать. Вот это вот у меня иллюстрация. Раскрашивала карандашами. Я уже не помню, наверное, Браубер-карт. Да, походу. В общем, мне нравится, как получилось. Ну и это я начала до того, как уехала в Питер, и когда вернулась, закончила. Но я просто не стала брать с собой эту раскраску еще. Хотя она тоненькая, маленькая, но, знаете, вещей понемногу набралось. И получилось, что не тяжело, но объемно. Вот. Поэтому я взяла другие раскраски. Я просто не была уверена, что я буду еще что-то раскрашивать. Так вот, когда я вернулась и закончила ту иллюстрацию, я что-то посмотрела, и мне захотелось вот это раскрасить. Здесь я использовала исключительно Magic, Kohinoor и Fix Price. Тоже с удовольствием пораскрашивала. Такая довольно актуальная тема, поэтому здорово. Ну, конечно, салфеткой натерла, чтобы все блестело. Следующее это Spiro Relax. Знаю, такие раскраски многим нравятся, но, честно, я рассказывала, что когда появились только вот эти иностранные версии, я подумывала, что было бы интересно, но как-то так, не знаю, задумывалась, но не приобретала. А когда появились вот эти вот наши российские варианты, там их было несколько штук, я взяла только одну раскраску, думаю, попробую. Понравится, значит, куплю еще. Но в итоге мне не понравилось, я, может быть, одну-две раскрасила, и потом одну даже забросила. Но когда я поехала в Питер, я взяла с собой и раскрашивала в поезде, потом периодически раскрашивала непосредственно на даче, и по возвращению тоже что-то вот там доделывала. Ну, ладно, давайте сейчас покажу. У меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 иллюстраций сделано. Так. Значит, вот это. Честно говоря, вот когда так смотришь издалека, вроде более-менее понятно, что получилось, а вблизи не очень. Вот здесь я сначала вообще не врубилась, что это такое, и только после того, как посмотрела на подсказку, поняла, что это. Так, следующее. Ну, понятное дело, мосты, все дела. Это мне нравится. Так, следующее. Вот такая. Но как-то, не знаю, не очень понятно, что это, если без подсказок. Тут так себе средненько. Вот от иллюстрации зависит, скорее всего. А может, я что-то косячила, но вроде там косячить негде. И еще одна. Это вот это. Ну, не знаю, вернусь я к ней еще, ну, когда-нибудь вернусь. Может быть, даже в этом месяце, а может быть и нет. Посмотрим. Дальше. А далее круг жизни. Ее я также брала с собой в Питер. И тут у меня... Так, сейчас я посмотрю, что у меня. Я просто уже забыла. Круг жизни у меня 2 иллюстрации раскрашено. Раскрасила я вот это.
Ну, здесь по ходу, честно, я уже не помню, наверное, была, может быть, акварельная подложка, возможно, и сверху карандаши, что-то такое. По ходу действия, да. Ну и еще одна иллюстрация вот эта. Я ее тоже давно заприметила и вот решила раскрасить. Ну, в целом нормально получилось. Следующая Ханна Карлсон, «Дневные грезы». Также ездила со мной в Питер данная раскраска. И здесь я раскрасила 6 иллюстраций. Давненько меня так на Ханну Карлсон не пробивала. Обычно я могла все ее раскраски задействовать, в каждой по одной раскрасить. Ну что ж, давайте приступим. Ну, во-первых, вот эти две иллюстрации. Это я раскрашивала карандашами, это гуашью. Здесь, ну, предлагалось там, конечно, раскрасить, точнее, нарисовать, но я увлекаюсь раскрашиванием, а не рисованием, поэтому ничего дорисовывать я не стала. Фон делать не собиралась, но я рассказывала в одном влоге, что на даче случилась неприятность. У меня на столе там, ну, это стол моего друга. Я когда приехала, все убрала, навела порядок и сказала, что все, я пока в Питере, я буду здесь раскрашивать. Типа не мусорить и так далее. Но у него там в уголке стояла какая-то смазка для дрели или для чего-то, не знаю, для пилы, короче, для каких-то инструментов. И он в спешке, короче, попачкал стол, я это не заметила. И в итоге вот здесь вот образовалось жирное пятно. Да, здесь оно не образовалось, а вот здесь. Пришлось в несколько слоев замазывать. Ну и, соответственно, полностью делать одинаковый фон, хотя здесь фон был тоже белый. Вот меня это полностью устраивало, но пришлось выходить из положения, брать пастельную гуашь. Ну и, соответственно, здесь вот протекло, даже немножко видно, поэтому и тут пришлось опять же делать фон. Здесь страничка также немного пострадала, и тоже фон. Собственно, раскрашивала я, можно сказать, по порядку, поэтому вот это раскрашено в Питере, разворот. Фон сделала тоже. И сейчас еще покажу иллюстрации. Вот это у меня была пропущена, то есть сейчас получается, что здесь все по порядку. Я не люблю морскую тему. Это-то еще более-менее я когда-то раскрашивала, а это мне совсем не нравилось. Но тут я как раз-таки решила, что дача – это отличный вариант. Если какая-то непогода, сидишь дома, уютно, печка, все такое. Ну, в общем, раскрашиваешь. Вот в такие моменты у меня подобное идеально заходит. У меня также идеально в Питере идут раскраски Лулу Майи. Могу иной раз одно за другой, а в Москве не заставишь. Ну и еще одна иллюстрация была мной раскрашена. Это вот это. Вот. Здесь на фоне сухая пастель Мунга. Тут у меня были карандаши из Fix Price в металлической коробке. И сверху акварель перламутровая. Тут карандаши. По-моему, тоже из этого набора, я уже не помню. Вот, здесь все выглядит на самом деле ровненько. Но на камере какие-то моменты, ну, видимо, чуть меньше пастели, поэтому на камере так это дело смотрится. Но ничего страшного, потому что я начала потихоньку раскрашивать вот этих насекомых, и, соответственно, фон я сделаю точно такой же. Вот, ну, естественно, я ее не считала, потому что я не доделала, честно скажу, забыла, но как бы это вообще ни разу не проблема. Так, в общем, хорошо я продвинула дневные грезы. Следующее это
Заколдованный лес, тоже Ханна Карлсон. Надо все-таки сделать обложку. Ну и сначала, конечно же, все это протереть. В этой раскраске у меня одна иллюстрация. Честно говоря, даже забыла какая. Вот, такая осенняя. Вообще, Ханне очень удаются вот такие осенние иллюстрации, дубовые листочки, ну и тому подобное. На фоне у меня гуашь пастельная. Ну и карандаши Бродфуннеры. Здесь, по-моему, призмы были. В общем, как-то так. Цвет я растягивала белым карандашом Derwent Color Soft. В общем, эта иллюстрация мне понравилась. Далее. Мария Тролли в час заката. Здесь также одна иллюстрация у меня раскрашена. Вот это. Здесь Берлинга металлик, сухая пастель, далее также Мария Тролли, Дивная луна. Здесь одна иллюстрация, вот это. С одной стороны она мне нравится, с другой вроде как не очень. Изначально хотелось ее раскрашивать, потом перехотелось. Вот тут я добавила белый контур, более нигде его не добавляла. Раскрашивала Брауберкарт подарком Оксаны. Привет тебе и спасибо за подарок. Дальше осенняя раскраска от Creative Heaven. И здесь я тоже раскрасила одну иллюстрацию. Вот эту. Мне понравилось, как получилось. Здесь акварель в несколько слоев, то есть, по-моему, где-то 3 слоя было, то есть один наносила, давала высохнуть, потом второй, потом третий, и только после этого меня устроила яркость. Акварель у меня была в кюветках, белые ночи, там Виста Артиста, Гамма и тому подобное. Ну и здесь была акварель, здесь Magic, стандартный такой наборчик, где солнышко, немножко гелевых ручек с блестками. В общем, вот так. С обратной стороны, вот так вот лист выглядит. Далее идет раскраска «Очаровательные ведьмы». Также ездила раскрасочка со мной в Питер. И иллюстрацию мне выбирал любимый. Выбрал он мне вот эту ведьмочку. Ну и я с огромным удовольствием ее раскрасила. Процесс был очень увлекательный. Здесь были использованы как карандаши, так и акварель в кюветках. Ну и блестки, вот эти вот луч на фоне и по контуру. Карандаши я использовала эти самые Бродфуннеры. Ну, еще и белая ручка была, ручка с блестками. Фон мне понравилось по итогу. И вообще раскраска очень классная. Ну, вот так вот с обратной стороны листочек выглядит. Следующее — это моя любимая раскраска из детства, распечатка.
Из детства она у меня не сохранилась, и пришлось распечатать. Сейчас покажу. Раскрашены здесь 3 иллюстрации. Вот это. Кто смотрит видео постоянно, помните, наверное, что перед поездкой в Питер я снимала видео, что я беру с собой, показывала, какие листочки отсюда я взяла, ну, потому что я понимала, я ж не сяду раскрашивать ее от начала и до конца всю поездку, поэтому я выбрала только то, что наиболее вероятно мне может захотеться пораскрашивать. И когда я уже все отобрала, у меня оставалось время, я одну вот раскрасила. Ну, в общем, вот так получилось. Кто не знает, я использовала для печати советскую бумагу, именно специально для такого полного погружения в процесс. Далее уже в Питере раскрасила вот эту иллюстрацию. Я обожаю, честно говоря, ромашки, колокольчики. Ну, в общем, вот так. И уже когда вернулась в Москву, вот как раз-таки к Хэллоуину раскрасила вот это. Мне тоже очень понравилось. Это вообще здесь Prismacolor, а здесь Derwent Color Soft или Drawing. По-моему, всего понемногу. Немножко черного добавила, но самую малость, потому что контур здесь вообще очень в этих раскрасках сделан грамотно, где-то тонкий, где-то толстый, поэтому иной раз и тени не требуются. Далее у меня идет раскраска «Миллион ленивцев». Тут я доделывала разворот, так как мне не всегда хочется сразу красить полностью весь разворот, то или в июле, или в августе я раскрасила вот эту часть, и в этот раз я раскрасила вторую часть, вторую страничку, вот, ну и дальше уже везде, вот где волны, ну, всем известный способ, губка. И у меня тут белая гуашь, а также пастельная, желтая и такая зелененькая. Ну вот я решила так, для разнообразия. Мне нравится, так выпукло получилось. Карандаши здесь использованы Brauber-Card. Ну, в общем, такой довольно яркий разворот. Ну и, конечно же, куда без Средиземья Толкина. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной. Ссылка, как всегда, в конечной заставке. Проходите, смотрите и знакомьтесь, кто не знаком. Мы с Оксаной раскрашиваем здесь каждый месяц вместе и по порядку. Вот. У нас в этом месяце была вот такая иллюстрация. Для тех, кто впервые на канале, поясню, что я не читала книгу, не смотрела фильм, потому что именно в плане книг и фильмов это немножко не моя тема, зато в плане раскраски мне нравится. Но я раскрашиваю, это я к тому, что раскрашиваю, как мне нравится, как мне хочется, в любых цветах. Здесь я использовала Мэджики, также Kohinoor Mondeluz с размытием, Берлинга Металлик, Берлинга пастельные, Brauber-Card. В общем, всего по чуть-чуть. Ну и вот так получилось. Ну, еще черный карандаш Prismacolor тоже использовала. Вот столько у нас уже тут раскрашено. И мне, конечно, приятно перелистывать, хотя я и то, что еще не раскрашено, тоже перелистываю с огромным удовольствием. Ну что ж, это все, что я раскрасила в этом месяце. Собственно, месяц у меня сейчас гораздо короче, чем всегда. То есть, как правило, я пытаюсь уложиться где-то в 2, максимум 3 недели, поэтому в целом для 2-3 недель это неплохо. Хотя в Питере я была месяц, но я не каждый день раскрашивала, там наберется от силы дней, может быть, 5.
Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Здесь нажимаете на колокольчик. На колокольчике можно как отказаться от всех уведомлений, так выбрать по интересам или же выбрать уведомления на все ролики, как уже вам будет удобно. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, теплой осени, комфортной. До скорой встречи, пока-пока.